Всем привет, с вами Марти. Сегодня у меня на обзоре сразу 3 привода от компании East Crane, которые мне на обзор прислал магазин Airsoft.Rus. Итак, сначала я хотел бы развеять слухи, которые распространяют некоторые личности, что якобы East Crane — это ребрендинг D-Boys. Так вот, ничего подобного. East Crane — это East Crane, и к D-Boys он не имеет никакого отношения. Все 3 привода — это различные варианты немецкой штурмовой винтовки Heckler Koch 416. Между собой они отличаются длиной ствола, цевья, прикладами и некоторыми мелкими элементами. В остальном, по сути, это один и тот же привод, поэтому сначала расскажу основные особенности. Первое, на что хочу обратить внимание, это явное несоответствие параметра цена-качество, но только в положительную сторону. По цене около 14 тысяч рублей вы получаете достаточно качественный копийный привод с правильными маркировками, как на боевых прототипах. Причем на маркировке хочу обратить особое внимание. Обычно такие привода есть только в премиум сегменте, например от Tokyo Marui или VFC, и стоят они как минимум в 2 раза дороже. Вы можете сами сравнить цены в интернет-магазинах. Лично я не являюсь фанатом линейки Heckler Koch 416, несмотря на ее популярность у многих игроков, но когда берешь в любой из этих приводов в руки, понимаешь, что держишь реально качественную вещь. Что касается сборки, тут все просто отлично. На всех 3 приводах я не смог найти ни единого люфта корпуса. Цевьё и ресивер подогнаны очень плотно. Некоторые страйкболисты покупают эти привода только из-за крутого бодика для целей дальнейшего тюнинга, с которым не возникает никаких проблем благодаря стандартной внутрянке. Но об этом чуть позже. Бодик сделан из алюминиевого сплава. Пины, винты и некоторые мелкие элементы выполнены из стали. У всех приводов есть затворная задержка. Это очень удобно при настройке хопапа. Теперь более подробно расскажу о каждой модели и начну с самой длинной. М27IAR – это версия Heckler Koch 416 для корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Отличный вариант для реконструкторов USMC, а также для тех, кто хочет привод с длинным стволом, но стандартный приклад-весло М16 его не устраивает. Ствол длиной 16 дюймов, резьба стандартная левая. На стволе есть металлический наплыв под американский штык-нож, и его реально можно установить на привод, но лучше не настоящий штык-нож, а реплику. Цевьё — удлиненная версия Heckler Koch 416 специально для М27. Пистолетная рукоятка штатная, тип Heckler Koch версия 3. Прицельные приспособления стандартные, тип KAC Flip Up Sight, целик регулируемый. Приклад штатный, тип Heckler Koch E1, имеет 6 позиций. В нем же располагается аккумулятор. Чтобы снять тыльник приклада, поверните его влево на 90 градусов. Насчет правильных боевых маркировок я уже говорил, но на этой модели хочу показать их отдельно. Товарищи реконструкторы корпуса морской пехоты, можете начинать облизываться и откладывать деньги на этот привод. Следующая модель — это максимально стандартный Heckler Koch 416D со стволом в 10,5 дюймов и стандартным цевьем. У привода также есть складные прицельные приспособления, но мушка не съемная, а целик более простой. В остальном данная модель ничем не отличается от предыдущей, но из всей троицы этот привод понравился мне больше всех. Он не слишком короткий, не слишком длинный, в общем золотая середина, как я и люблю. И последний привод Heckler Koch 416C — это самая компактная модель со стволом 7 дюймов, укороченным цевьем и компактным телескопическим прикладом. Довольно удобный вариант для каких-нибудь ЧВК, особенно при передвижении в автомобиле. Приклад имеет 3 положения, направляющие приклада стальные, и на мое удивление он вообще не люфтит, что крайне нетипично для подобных прикладов на страйкбольных приводах. Лично для меня такая компоновка не особо удобна, но кому в первую очередь нужна компактность, это довольно неплохой вариант.
Прицельные приспособления у привода такие же, как у предыдущей модели. А вот для аккумулятора внутри корпуса места не нашлось, поэтому он располагается в ампеге на цевье. Чтобы открыть ампег, необходимо вывинтить два винта, один при помощи шестигранника, другой при помощи крестовой отвертки. Коннектор аккумулятора выводится с тыльной стороны ампега. А теперь, как я и обещал, более подробно поговорим о внутрянке. Камера хоп-апа стандартная, М-серии, металлическая. Гирбокс стандартный второй версии с 8 мм подшипниками. Поршень с одним металлическим зубом, голова поршня, цилиндра и нозл пластиковые. Цилиндр латунный. Управляющие пружины — это просто кусок стали без подшипника. Шестерни обычные, 18 к 1. Мотор довольно слабый. Если ставить более мощную пружину, замена мотора обязательно. Проводка обычная, тонкая, жесткая. В общем, если базовая скорость 120-125 метров в секунду вас устраивает, в первое время ничего менять не нужно. Друзья, надеюсь, обзор вам понравился. Привода можете посмотреть в магазине Airsoft Rus по ссылке в описании. Меня поддержите лайком, подписывайтесь на канал и всем удачи на игре!